Сделай удивленное лицо. Sega опять обделалась с релизом. Причем с релизом игры, которая вышла 10 лет назад на Wii и прекрасно там работала. Я проходил оригинал игры еще на релизе, и мне есть чем сравнивать. И да, речь сегодня пойдет о Sonic Colors Ultimate. Я хочу рассказать тебе, что пошло не так с ремастером, и выделить его основные проблемы. А затем узнать твое мнение в комментариях после просмотра ролика. Но сначала очень краткий экскурс в прошлое. Оригинальная Sonic Colors была коммерчески успешной игрой. У нее были довольно-таки хорошие отзывы, несмотря на то, что фанаты не очень приняли измененный геймплей в виде виспов и довольно спорный сюжет. Тем не менее, обзорщики и пресса советовали ее как хорошую игру про Соника. Что ж, прошло 10 лет, и вот в 2021 году случилось то, что я лично никак не ожидал. Состоялся анонс в виде ремастера под названием Sonic Colors Ultimate. Если ты думаешь, что это ультимативный набор в виде всяких крутых штук и контента, то у меня плохие новости. На 30-летие Соника в долгожданный юбилей ожидалось увидеть новый крупный тайтл, который ознаменует собой новую декаду во франшизе. В честь юбилея на Sonic Central нам сначала показали трейлер Sonic Colors Ultimate, а затем в качестве успокоительной пилюли выдвинули тизер Sonic Rangers, чтобы фанаты успокоились и понимали, что команда Sonic Team якобы не сидит без дела. Тем самым нам дали понять, что в юбилейный год мы получим не новый нестгеновский проект, а переиспользование ассетов из старой игры, которой занялась не оригинальная команда, а аутсорс. Окей, я даже изначально подумал, что это не так уж и плохо, и даже имеет смысл, потому что Colors отлично подходит для новой аудитории. Но смотря на слово Ultimate, я задавался вопросом, а что собственно нового и ультимативного будет в ремастере? Возьмут ли они крутых виспов из DS-версии? Добавят ли персонажей Сильвера, Shadow и других из той же версии? Добавят ли они Мазер Висп как финального босса и так далее? Спойлер! Нет! Из нового контента люди получили переделанную систему сейвпоинтов в лице Телза, бесконечный счетчик жизней, чтобы не травмировать детей, вообще никому не сдавшаяся кастомизация Соника, где можно красить обувь и перчатки. И это по факту даже не кастомизация, которая могла бы там изменить форму ботинок или дать новый скин. Это тупо перекраска текстур. То же самое касается и ауры Соника при бусте. Это просто разные эффекты, которые ни на что не влияют. А что с Metal Соником, спросишь ты? Я думал, что этот новый режим принесет реально что-то фановое и драйвовое, и Metal будет юзать виспов, как это было в том же рекламном мини-мультике «Восстание виспов». Но нет, это обычный режим призрака, который ты можешь наблюдать в тех же гонках. Metal просто бежит вперед по заскриптованной линии. Ну и как я мог забыть новый висп для игры по имени Нефритовый, который дебютировал еще в Team Sonic Racing. Ради этого виспа переломали некоторые участки на уровнях. Буквально. По факту он совершенно бесполезен. Из действительно хорошего это завоз разных языков, в том числе русский. Немногие страны получили от Sega локализацию, однако перевод местами довольно кривоватый и требует правок. Но в целом с этим можно жить. А теперь перейдем к интригующему улучшенной графике, которую нам обещали в трейлерах. Ну как улучшенный? 4К и 60 FPS они, конечно, сделали, но какой ценой? Ценой всего. Разработчики были вынуждены отказаться от старого движка и перенести все на новый, самописный, чтобы адаптировать игру под современные консоли. Что ж, звучит логично. Но это значит, что игру нужно буквально переделывать с нуля. И с этого момента и начинаются катастрофические проблемы Sonic Colors Ultimate. Игра больше не использует оригинальный движок. Она использует только оригинальные файлы и часть кода. И если мы сравним графику оригинала и Ultimate, то сразу увидим, что у последней огромные проблемы с освещением и контрастом. А чтобы замазать косяки и проблемные участки, разработчики решили сверху добавить тонну Bloom эффекта, которого не было в оригинале. И он там по факту и не был нужен. Вот теперь и думай. Sonic Colors, который изначально позиционировал себя как яркая цветная игра, потеряла все свои цвета. Буквально. Чтобы на стриме зрителям не так было больно смотреть на цветовую гамму, мне пришлось самому подкручивать контрастность в настройках тюнера, потому что в настройках самой игры можно подкрутить только яркость, которая ну никак не помогает. О, я пофиксил! Смотрите, на это даже не больно смотреть.
А теперь самая мякотка. Как ты считаешь, беды с графикой — это все, что имелось в арсенале проблем игры? Нет, это только капля в море. Возможно, с этим можно было бы и жить. Но люди, которые купили делюкс издание игры, столкнулись просто с катастрофическим числом невероятных багов. Чтобы ты понимал, на ютубе есть компиляция багов, которая идет 40 минут в общей сумме. А вот мои самые любимые баги. Когда игра может крашнуться в любой момент, а потом самовыпилиться с консоли, прихватив с собой еще и сейф-файл. Еще очень нравится, как у владельцев Switch-версии очень сильно жмыхает игру. И они буквально наблюдают настоящий фонтан цветов, которые на полном серьезе могут вызвать эпилепсию у некоторых людей. И я молчу про сломанные коллизии, непрогруженные спрайты, пропадающую музыку, которую тоже умудрились сломать из-за неправильной работы с форматами, про превращение Соника в рыбу и так далее. Тебя сожрет! В игре постоянно происходят поломки. Такое ощущение, что игру делали какие-то слепошары. А, стоп, погодите. Sega же отдала игру компании, которая буквально называется «Слепые белки». Перед мировым релизом вышло 3 патча, которые никак не помогли решить множество проблем. И естественно, Sega вряд ли будет как-то комментировать данную ситуацию. Ведь крупнейшие игровые издания поставили игре высокие оценки, совершенно игнорируя факт полной поломки игры, что невольно наводит на мысли о завозе тайных денежных чемоданов. Как сказал Такаши Идзука, Сонику Колорсу в первую очередь ультимат предназначен для новеньких фанатов, которые появились после просмотра фильма. Ну правильно, пускай сразу же с порога пожрут говна, которые мы наглотали за все эти годы. Добро пожаловать в франшизу. Такого себе не позволял даже Sonic 2006. Я напомню, что эта игра даже не вылетала, у нее не было даже патчей, как у оригинального Sonic Colors, которая была просто вылизана. А здесь появились баги, которых вообще не было в оригинале. И я еще не закончил. Чтобы ты понимал, насколько эти слепошары обделались по полной, вот тебе еще занимательная история. Разработчики забыли убрать свои тузы и прочие инструменты из файлов игры. Представь себе, какой шоколад обнаружили для себя мододелы из фандома. По-хорошему, за такое не только могут уволить, но еще потаскать по судам. Говорю как человек, работающий в геймдеве. Удивил меня не меньше другой момент. На руках разработчиков были оригинальные файлы катсцен, построенные на самом движке. Напомню, что оригинальный Colors использовал катсцены в виде роликов, их пришлось пожать, чтобы сэкономить место на диске. Тем не менее, вместо того, чтобы воспользоваться оригинальными катсценами из репозитория и сделать все в едином виде, слепые белки просто решили взять те же самые ролики с Wii-версии и зафигачить им апскейл в 4К. Это не помогло решить задачу. В катсценах видны артефакты и шакальные места. Ладно, и так сойдет. А как ты думаешь, откуда взялась эта информация? Потому что белки, как и в случае с тузами, забыли убрать оригинальные файлы катсцен. Это очередное доказательство наплевательского отношения к разработке и ее дешевизны. Поставить катсцены рендериться и пойти попить кофе дешевле, чем заказать у собственной студии Marza Animation полностью переделанные ролики, как, например, это сделали Microsoft в честь десятилетия Halo 2. Вот там был настоящий праздник для фанатов. Но больше всего я офигеваю с другого. Такаши Идзука решил быстренько пробежаться по многим игровым изданиям и рассказать душещипательную историю о том, как из-за пандемии все сидели по домам, и разработка застопорилась. Технически, по его словам, Sonic Colors Ultimate должна была выйти еще в 2020 году. Ты только представь, что могло бы выйти в 2020 году, если игроки сейчас получили сломанную, недоработанную игру, то что бы они получили раньше? Напоследок пройдусь по музыке. Ultimate включает в себя новые ремиксы старых треков. Музыка — это дело вкуса. От себя лишь добавлю, что некоторые ремиксы, на мой взгляд, полностью уничтожили оригинальную атмосферу уровня. Что еще очень странно, только половина Оста получила ремиксы. Многие фанаты надеялись, что музыку можно будет переключать, но их и тут тоже обломали. Переключать ничего нельзя. Но меня вот лично выбесил другой момент. Я не мог нормально расслышать музыку, тупо по причине того, что в настройках игры нельзя сделать тише звуковые эффекты. Они имеют общий ползунок вместе с музыкой, и это вообще трэш.
Еще грустнее от той мысли, что Ultimate имел очень большую пиар-компанию. Был выпущен мини-сериал, цифровой комикс, проведены различные игровые коллаборации и многое-многое другое. Игра даже заимела японскую коллекционку. Подведя итоги, скажу, что я очень расстроен качеством и контентом ремастера Sonic Colors Ultimate. В нем очень много косяков и багов, которых не было в оригинале. И самое главное, это просто показательный пример того, что происходило за последние 15 лет франшизы. Из-за безалаберного отношения разработчиков к продукту страдает качество, репутация ежа и его игр. Ставь лайк и напиши, что думаешь по этому поводу. Дождешься ли патчей и собираешь ли вообще поддерживать проект деньгами? Вот такой был Sonic Colors Ultimate. Всех с юбилеем франшизы, все свободны.